Привет, друзья! Вы на канале Каревы Жизнь на Кипре. Меня зовут Юля, и я со своей семьей, 2 детьми и мужем уже около 2 лет живем на Северном Кипре. Сегодняшний наш выпуск посвящается ценам на продукты на Северном Кипре. Мы с вами сходим на рынок, в магазин, в мясную лавку, в рыбную лавку, чтобы вы своими глазами посмотрели ассортимент и цены. Если вы приедете на Северный Кипр, то как таковой свинины вы здесь не увидите, только в специализированных магазинах, и то не везде. Поэтому привыкайте к говядине и баранине, а также курице. Пойдемте, я вам покажу. Мне очень нравится эта мясная лавка, она находится в Алсанжаке. Сюда заходишь, уже пахнет каким-то таким молоком и свежим мясом. Мы, к сожалению, не вегетарианцы, поэтому хотим вам показать, какое мясо здесь есть. Здесь есть говядина, есть баранина. В этом магазине можно купить кусок говядины или баранины, и вам сразу же в мясорубке сделают на месте свежий фарш. Также здесь есть готовые стейки, есть на косточках, без косточки, все для шашлычка, мангала. В общем, хороший ассортимент. Итак, что мы имеем по цене? Килограмм говядины, такой красивой, стоит 195 лир. Я вам буду называть цены в лирах, а снизу вы увидите ссылочку в основных валютах, в российских рублях и в долларах. Далее, стейк у нас стоит 225-215 лир. Далее, баранина 190 лир. Курица в лоточках 60 лир. Также баранина, вот кусочки на шашлычки, такие мясные кусочки, а также на косточки 260 и 230 лир. В общем, такие вот цены. Мясо всегда в этой мясной лавке свежее, поэтому я вам рекомендую сюда приезжать и покупать мясо. На своем канале мы делимся о жизни на Северном Кипре. Я вам рассказываю новости. Также я вам рассказываю про недвижимость. Очень многие уже семьи приобрели недвижимость через нас на Северном Кипре. Мы являемся партнерами крупной риэлторской компании. Также мы сотрудничаем напрямую со всеми застройщиками. Поэтому, если вас интересует все вопросы по Северному Кипру, то обращайтесь к нам, и мы обязательно вам поможем. Мясо мы с вами купили. Сейчас мы будем покупать овощи и фрукты. Я вам покажу, какой ассортимент. Сейчас сезонные фрукты и овощи. Пойдемте посмотрим. Также хочу заметить, что на рынке на Северном Кипре вы можете прийти без денег. Мы приходим, нам иногда идешь, нету с собой денег, того всего положил, они визуально уже запомнили нас, и мы приносим на завтра, на послезавтра. Мне кажется, такого нигде нету, ни в одной стране. Пойдем. Итак, что мы имеем? Во-первых, на рынке мы встретили вот жену Руслана Саляхова, он также блогер, подписывайтесь на его канал. И смотрите, что мы имеем. У нас есть овощи, баклажаны, перцы, кабачки круглогодично. У нас это сезон круглый год. На сегодняшний день баклажаны стоят 7,99 лир, перцы 29 лир, баклажаны другие, такие вот, другой фасон, 7,99 также. И вот свежайшие кабачки, есть побольше, есть поменьше, кому какие нравятся. И стоят они 13,99 лир. На Северном Кипре вообще рай для вегетарианцев. Здесь большой ассортимент свежих овощей и фруктов. Кстати, правительство смотрит, чтобы в овощах не было превышенной нормы пестицидов. И мы читаем в новостях, что какие-то одну партию, другую отослали. И такое встречается, конечно. Также морковка. На Северном Кипре всегда морковка вот такая, как у бабушки в огороде в июле, в августе. Здесь круглый год свежая сладкая морковка. Вот. И стоит она 12 лир, 99. Также здесь есть, посмотрите, какая фасоль. Стоит 49 лир, 99. Конечно же, очень любят все перец чили. Ну, я его не покупаю, хотя местные очень любят все такое острое, пряное, поэтому они покупают. Далее целый ряд также перцев. Перец красный 37 лир. Также есть перец вот такой поменьше. Огурцы
Огурцы также постоянно. У них цена как вне сезон как-то выше немножко, в сезон ниже. Сейчас это стоит, ну, округляем, 20 лир. По виду хорошая. Мне нравится на Северном Кипре, уже нравится свекла. Она здесь достаточно сладенькая, но не вся, конечно же, но вот я люблю очень свеклу. Стоит свекла 19 лир. У нас сезон гранатов. Гранаты 12 лир килограмм. То есть 60 центов килограмм гранат. Они, кстати, выглядят, может быть, не такие привычные красные, но они на самом деле очень-очень сладкие и вкусные. Также лимоны 8,99 лир. Ну, у нас на деревьях растут возле дома, мы лимон не покупаем, мы рвем. Кто любит зелень и траву, тому, конечно, также на Северный Кипр. Здесь большой ассортимент разной зелени, салатов, вот кинза. Здесь есть и шпинат. Тут, кстати, вот шпинат, он такой местный, немножко по-другому выглядит, как чем мы привыкли. Руккола, мята, вот это вот. В общем, здесь большой ассортимент зелени, и обратите внимание, что здесь такие, ну, приличные пучки. Не маленькие, как мы привыкли, да, там в лоточек положат 2 укропинки, 2 лука, а здесь покупаешь такой пучок, и, ну, хороший пучок. Вот. Также сейчас сезон цветной капусты. Она недорогая, стоит 10 лир. Это посмотрите, какая красивая цветная капуста. Она стоит $0,5. И пробежимся с вами по фруктам. Яблоки привозные, цена 23 лиры. Грибы также привозные, цена 74 лиры. Шампиньоны тут дорогие. Дальше киви также привозные, 38 лир. Авокадо. Авокадо у нас по цене, я не вижу цену авокадо, но оно в районе 20 лир, 1 штука. Помидоры черри 35 лир. Сейчас сезон винограда, он, конечно, разный, очень вкусный, 40 лир килограмм винограда. Бананы 33 лиры. Они привозные, но на Северном Кипре есть местные бананы. Кстати, тут можно найти на других немножко рынках домашних и местные бананы. Также, что у нас по ассортименту? Имбирь, груши, какие-то тут такие интересные айва. Я, честно говоря, такое не покупала. Как-то, мне кажется, он такой твердый. Мы не привыкли немножко к таким овощам и фруктам. Вот. Перцы такие привозные 65 лир. А также на Северном Кипре сейчас сезон, вот начинается апельсины и вот грейпфрут. Они очень вкусные, они 17 лир, стоит $1 килограмм грейпфрута. Он очень вкусный. Можно и соки делать. Потом тут есть желуди, кто любит. В общем, капуста, лук. Все привычное, все, что... В общем, на Северном Кипре вы голодными не останетесь. Апельсины на Северном Кипре растут везде. Сейчас сезон апельсин, стоят они 15 лир, это где-то 80 центов. Но скажу вам честно, что мы не привыкли их покупать, потому что мы их рвем. Идем, гуляем, рвем, потом выжимаем соки, так кушаем. Они, может быть, выглядят сейчас не очень, да, еще как созревшими, но они очень сладкие. И таких вкусных апельсин, как на Северном Кипре, я не пробовала нигде. Также на рынке вы сможете купить свежевыжатый гранатовый сок или апельсиновый. Такая бутылка литровая стоит 50 лир. Также на рынке можно приобрести домашние йогурты от частных фермеров. Они бывают коровьи, козьи. Вот нарисован барашек, это значит такой бараний йогурт. Посмотрите, в каких больших прям продают банках. Тут сколько? 2 литра. О, кило 800. Они белые, не без сахара и очень полезные. Кстати, киприоты, как едят всегда этот йогурт, и они лечатся. Ведь там бифидо, полезные бактерии, лактобактерии, бифидобактерии. Также здесь продается местный такой творог, нор. Мне очень нравится. Я с него готовлю сырники, они безумно вкусные. А также вкусно с кофе. Утром чуть вареница, этот сыр, он очень калорийный, но здесь много кальция, полезный. Также сыр хилим, который
как раз-таки он запатентован Северным Кипром, его можно немножко поджарить. Если сильно поджарить, он будет соленый. Если немножко, то он будет, или расплавить там в лаваше, то он будет не соленый. В общем, большое количество сыров домашних можно прийти на рынке приобрести. Также здесь есть домашние яйца. Но пойдемте с вами в магазин, и я покажу ассортимент в магазине. Такие же йогурты вы можете найти и в магазине. Давайте я вам расскажу, сколько здесь стоит вообще молочка. Мы сейчас находимся в нашем любимом магазине Атакара, находится в Алсанжаке. Здесь хорошие цены и ассортимент. Вот такие же, тут еще более большие банки. Тут вообще есть йогурт, который 250 грамм. Стоит он 43 лиры. А вообще йогурты стандартные здесь по 500-800 грамм. Вот, 850 грамм баранина йогурта стоит 43 лиры. А 450 грамм йогурта обычного коровьего стоит 24 лиры. В общем, ассортимент огромный, йогурт весь белый, свежий, срок хранения у него небольшой, поэтому я не рекомендую покупать большие такие банки, потому что он очень быстро портится. Также есть большое количество ассортимент, большое масло. Мы покупаем масло, кстати, покажу, какое самое вкусное масло, оно тут и самое дорогое, стоит 59 лир. Вот это масло самое вкусное, как для меня. Ну, а так тут, конечно, и маргарин есть. Также многие любят айран. Я также его здесь полюбила. Он продается и в маленьких бутылочках, и большой. Вот такая бутылка айрана стоит 23 лиры. Он бывает разных цветов, бывает соленый, более соленый, менее соленый. Вы ищите для себя, что вам больше нравится. Также отдел с колбасами. Скажу вам честно, мы здесь колбасу не покупаем. Ну, она нам здесь не нравится, скажу честно. Мы покупаем колбасу в магазинах русских «Три медведя». Мне там нравится и свиная, и куриная. Здесь, ну вот, мне не нравится колбаса на Северном Кипре. Это как для меня. По цене я вам скажу. Палка колбасы стоит... Ну вот, я понятия не имею, что за колбаса, но вот в среднем 30 лир. Наверное, какая-то отварная. Коровка нарисована, говяжья, какая-то отварная колбаса. Так, яйца. Яйца, кстати, на Северном Кипре очень вкусные, с желтым хорошим желтком. Я уже не могу в Минске магазинные кушать. Стоит вот 15 яиц 48,99 лир. Также вернемся к молочке. Ассортимент большой. Есть лактозное молоко, есть безлактозное молоко, органическое. Стоимость от 22 до 40 лир. Выбирайте на свой вкус, какой вам больше нравится. Пойдемте в сыры. Так, сейчас по сырам пройдемся. В магазинах есть определенные акции. Вот, например, 200 грамм сыра 41,9 лир чеддер. Здесь сыр вкусный. Я вам скажу, что он такой прилично вкусный. Сразу два покупаете вот за 78. Вы пробуйте. Во многих сырах такой вкус, как в пармезане. Есть более нежный. Это на ваш вот эдем сыр, гауда. Стоит 39,9 лир за 200 грамм. Сыр большой ассортимент. Есть козий сыр, более дорогой, 200 грамм стоит 100 лир. Также есть чеддер другой фирмы, 58 лир, 300 грамм. Есть сыр потертый, есть более бюджетный сыр. В общем, ассортимент большой. Что вам нравится? Мягкий, твердый, моцарелла, есть бри, есть с плесенью. В общем, на любой вкус и цвет. По сырам проблем нет. Пойдемте, вот покажу вам количество сыров мягких для салата. Вот посмотрите, какой ассортимент. Тут вот помимо вот мягких сыров Филадельфия вот такая, Филадельфия вот такая, Филадельфия вот такая. В общем, такой ассортимент, я вам скажу, что в лучших магазинах Минска не найти. Сыров очень много. Есть шоколадные, есть соленые для салата, для греческих салатов. Ну, в общем, ассортимент огромный по цене. Например, банка такого вот для салата сыра тут 500 грамм и стоит 54 лиры. Вот мы покупаем такой.
49 лир. Также мне нравятся и сладкие йогурты. И если вам захочется кефирчик, то вот этот кефир очень даже рекомендую. Он похож на наш, ну, такой же, как у нас в Беларуси. Также есть творог в упаковках. Также вот мой сыр любимый Нор. Такой 500 грамм такого сыра, он напоминает наш адыгейский сыр, но мы его используем как творог. Я его с йогуртом размешиваю беленьким, 35 лиры. Также большое количество сыра Хилима, оно просто в таких упаковках огромных, тут вот килограммами, тут по 250 грамм пачечки. Вот килограмм сыра Хилим 145 лиры. Внизу увидите ссылочку, сколько это в долларах и в российских рублях. Это сыр, который можно жарить. Ну, в общем, я скажу большое количество, и тут все такое калорийное, натуральное, поэтому не просто так люди здесь очень сильно поправляются. Также большой ассортимент риса. Вот килограмм басмати, рис, мой любимый, стоит 32 лиры. Есть рис по 20 лир, по 27. В общем, цены очень-очень разные. Вы можете найти как более дешевые, так и подороже. Вот такое огромное количество макаронов. Они, в принципе, все из твердых сортов пшеницы. Абсолютно разные фирмы, много итальянских макаронов. Ну, в среднем вот Барилла стоит полкилограмма 29 лир. Но есть также спагетти и подешевле, ну, менее известные фирмы, также хорошие, вкусные, и они стоят 13 лир. Поэтому также выбирайте, смотрите, что вам нравится. В принципе, здесь все макароны вкусные. Муки также большое количество. Вот мука есть, вот акция за 16 лир, пшеничная мука. Большая упаковка, вот есть муки, 2 килограмма, 44 лиры без акции, 39 лир. Также здесь большое количество различных тунцов, вот, консерв. Мы любим покупать тунец, нам нравится супер фреш. Вот 57 и 99 лир стоит. Тут 2 баночки, можно приготовить салат. В общем, очень полезно и вкусно. Тунцов достаточно здесь, ну, много. Также мне нравится ассортимент различных соусов. Я помню, с Польши привозила, у нас в Беларуси не продавался майонез Hellmann's. И он, кстати, здесь есть. Тут фирмы турецкие, также вот Кальве, Хэнс и вот Hellmann's, майонезы Hellmann's. Я их привозила когда-то, вкусные майонезы. Вот. Также здесь можно найти и в заморозке бекон. Чего мне Италия? Посмотрите, в каких упаковках здесь макароны продают. Вообще киприоты в больших количествах все покупают. Семьи большие. Так, сейчас мы зашли в детское питание. Ассортимент большой, но, скажу, немножко он отличается от нашего привычного. По детскому питанию здесь в основном фруктовое питание. Найти таких мясных баночек, мясных пюре здесь практически нереально. Поэтому вам придется готовить, у кого маленькие дети. Здесь овощные пюре и фруктовые. Есть каши на козьем молоке, органические. Цены, например, вот каша на органическом молоке на 6 месяцев стоит 67 лир. Очень известная фирма Аптамил. Я так понимаю, что это наш как Нутрилан. В общем, здесь есть немножко другие названия. Так, каша 48 лир. По памперсам. Памперсы, упаковка памперсов, например, 4-8 килограмм стоит 80 лир. Вот большая упаковка памперсов. В среднем 80, 100, 120 лир стоят памперсы. Ассортимент большой. Есть органический, в общем, много турецких памперсов. Я думаю, что вы найдете для себя все, что вам нужно. Также быстренько пробегусь. Вот, например, я просто знаю, вот Parodontax, да, паста, она стоит 87 лир. У нас эти пасты очень дорогие. Sensodyne, Oral-B. Здесь, ну, вот Colgate, Signal, это где-то внизу. В основном здесь все Parodontax и либо Sensodyne. Паст хороших здесь много, и все там для зубов, различных щеток, также большое количество. Сейчас покажу вам немножко алкоголя. Просекко 138 лир, 143 лиры. Вино белое, бутылка 750 грамм стоит 81 лиру, 114 лир. Пойдемте, я вам покажу, сколько стоит виски Балантайс.
700 грамм виски Балантай стоит 169 лир, а литровая бутылка стоит 260 лир. Также Джеймсон 250 лир, 700 грамм, и литровая 350 лир. Чивас 372. Виски Джим Бим стоит 239 лир. Большая 276. 700 грамм Гермейстера стоит 230 лир. А бутылка Асти Мартини стоит 154 лиры. И ассортимент большой. Здесь даже в маленьких магазинах вы можете найти и шампанское Майот, и коньяки дорогие, которые у нас еще нужно поискать. На Кипре очень популярное пиво Эфес, и баночка вот такого пива 0,5 стоит 18 лир. Также здесь популярное пиво Миллер, вот 17,9. 17,9 лир баночка Миллера. Так, друзья, мы с вами прогулялись по магазинам. Я показала, сколько стоит у нас мясо, овощи, фрукты, сколько стоят молочные продукты, крупы. Вы можете эти цены сравнить с вашими ценами, прицениться и понять, какой бюджет вы сможете прийти в магазин, потратить на Северном Кипре. Если вам нравится наше видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. А также пишите, какие темы вам интересны. Мы обязательно подготовим на эти темы видео для вас. До новых встреч! Встречаемся на Кипре!